Слава Украине, привет всем от Полонского. Только что ОПЕК принял очень важное решение, которое совершенно не обрадует Вову Пу. Да, у Вовы Пу сегодня будет грустный вид и жидкий стул на своем чемоданчике. Вот о чем пойдет речь. ОПЕК, Организация стран-экспортеров нефти, приняла решение о дальнейшем повышении добычи черного золота. Друзья мои, нефти будут добывать больше. А вы скажете, ну и что, каким боком, что, как, куда? Вы не заметили, что последние несколько недель цена на нефть неминуемо падает? Нет, ну бывает, что подскакивает немножечко, но опять она уже, если раньше там вот, пускай пару месяцев назад она там была, болталась вроде 70-75, ну больше 70, я имею в виду, конечно, бренд, то потом свалился где-то на 65-68, а сейчас уже в пределах 60-62, западал даже за 60, помните, да? Вот. Все ждали, как будет развиваться событие, и вот ОПЕК еще повышает добычу. Это говорит о том, что как минимум расти цена на нефть не будет. А скорее всего, конечно же, подобные вещи вызывают падение цен на нефть. Почему? Потому что мало того, что официальные ОПЕК повышают добычу, так еще и есть несколько стран, которых лично Саудовская Аравия считает виновными в том, что цена на нефть будет падать. Это прежде всего Казахстан и это Ирак. Две страны, которые даже во время, когда вот были такие жесткие ограничения по добыче нефти, ну, немножечко клались прибором на эти ограничения и добывали столько, сколько им было нужно. Вот. И ну, скажем так, Саудовская Аравия это надоело, они говорят, ну какого черта, они добывают сколько хотят, а мы всегда, значит, руководствуемся правилами. Ну, значит, мы тоже, соответственно, будем добывать больше. Вот они, собственно, и привели к этому делу. Нам это выгодно. Почему нам это выгодно? Потому что цена на нефть неминуемо еще упадет, а это ударит по России, оно уже бьет по России. Оно еще сильнее ударит по России, особенно если там еще американцы ведут дополнительные санкции. Если Трамп таки обиделся на Вову Пу, то тогда будет красота. Но это я не хочу фантазировать пока что. Речь идет о следующем. Саудовская Аравия объяснила, что из-за Казахстана и Ирака они просто вынуждены добывать больше. Якобы, чтобы наказать Казахстан и Ирак, но в результате они накажут Россию, а не Казахстан с Ираком. Это так, для информации. Потому что на России, во-первых, себестоимость выше этого всего дела. Нефть хуже. Вот. И они гораздо, ну и плюс расходы гораздо больше из-за войны. Во. И получать эти расходы абсолютно неоткуда. Доходы абсолютно неоткуда. Вот. Так что еще один момент. Смотрите. Российский бюджет сверстан в настоящее время из расчета $70 за баррель Брента. Брента говорю. Юралса. Брент еще дороже. Юралса, да. А сейчас Брент упал, ну, говорю, 62, 63, 60, вот так вот. Соответственно, Юралс болтается в районе 50. Если Брент еще упадет, то уже российский бюджет не досчитается, там, не знаю, 20% средств. Красота. Еще же, учтите, очень высокая себестоимость на России добычи и перекачки этого всего дела. Вот. Так что красота. И путинцев ждут очень интересные моменты в этом плане. Ну и вдобавок к этому всему блэкаут. Да, на Москве блэкаут, точнее в Московской области блэкаут. Более 18 тысяч избирателей Путина вообще остались без света из-за того, что полностью разломалась система подачи электроэнергии. Что я имею в виду? Московская область оказалась неподготовленной к доброму сердечному майскому снегопаду, который прошел пару дней назад. И он проходил как-то так, при температуре в районе нуля. Огромное количество снега, слава богу, налипло на проводах. Вода залезала туда, куда она не должна залезать. В результате все это рухнуло, завалилось. И избиратели Путина остались без света. Причем капитально. Причем говорят, ну это не то, что, знаете, ну вот выбило, скажем так, выбило автомат и подошел и врубил автомат, оно заработает. Нифига, там столбы упали, там провода сложились. Короче, там нужно перестраивать заново всю эту систему подачи, чуть не сказал, топлива. Ну да. Подача электричества, тоже своего рода топливо. Да, так вот там это все дело завалилось, упала куча деревьев.
на эти же провода. И сейчас они мало того, что вынуждены, скажем, чинить это, они не чинят. Они строят новые линии электропередач, потому что старые полностью за сутки пришли в негодность. Вот так вот. Даже сама природа, видите, работает против путинского рейха. То вот с 9 мая, значит, незадача. Уже Моди отказался, Орбан отказался, этот Фицо отказался, теперь Вучич отказался. Все срочно болеют, да. Вот. Мало того, что цена на нефть падает до просто неприличных для Путина значений, так вот еще и избирателям Путина другое счастье, как говорится, посидеть без света. Но ничего, ничего, у них будет повод поставить лучину, как у них принято, поставить иконку Путина где-нибудь в туалете, запереться в этом самом туалете от света и молиться на своего башка. Пиши его.